жизнь бесценна только честь. Лермонтов и Байрон – это как бы очень дальние родственники. Ужасный человек. Отец Лермонтова, но это все из воспоминаний только бабушки, только тещи. Денис Давыдов тоже там заезжал постоянно, Мишеньке про войну рассказывал. Ну, как после этого было ему не написать Бородино, не стать гусаром? Сложный студент, у окошка садится, книжку открывает какую-нибудь французскую и демонстративно читает роман. А чего вы не слушаете лекцию? Я все знаю. Лермонтов бросает Московский университет, не доучившись, уезжает в Петербург. Вот так Лермонтов свой шанс, еще будучи студентом, познакомиться с Пушкиным упустил. Лермонтов становится военным. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Сегодня у нас не очень обычная встреча, потому что она посвящена такой теме, на которой я стараюсь говорить как можно меньше. Лермонтов – гениальный поэт, прозаик, огромное наследие. 350 стихов, 30 поэм, 7 прозаических произведений. Это не так. Михаил Лермонтов оставил очень маленькое наследие литературное, ну, сравнительно. Вот. Все. В одном томе. Здесь довольно плотно напечатано. Очень мало успел. Мы знаем, за всю жизнь у него был опубликован только один авторский поэтический сборник. Ну, плюс роман «Герой нашего времени». Остальные стихи либо в основном были опубликованы после смерти, либо при жизни, в журналах, в альманахах. Отдельные книги не выходили. И если Пушкин при жизни был первым поэтом России, признан, то Лермонтов один из. И слава в основном пришла к нему посмертно. Есть огромное количество людей, которые разбираются в творчестве Лермонтова гораздо лучше, чем я. Вообще лермонтоведение – это прямо отдельная часть нашего литературоведения. Целая лермонтовская энциклопедия существует. Вообще мало кто у нас в стране удостоился персональной энциклопедии. И я уверен, что даже среди собравшихся в этом зале немало людей, которые гораздо лучше меня знают творчество Лермонтова. Поэтому я на литературные темы говорить практически не буду. Но только в связи с какими-то событиями биографическими. Поговорим мы о Лермонтове как о человеке. И, конечно, в первую очередь о том, что на самом деле довольно мало известно о Лермонтове как о офицере, как о профессиональном военном. Мы будем мало говорить о литературе. На самом деле Лермонтов удивительный человек. Он мог в равной степени стать художником, потому что десятки акварелей, картин маслом, очень профессионально. Сотни рисунков. Мог бы стать шахматистом. Очень хорошо играл в шахматы. Профессиональным музыкантом играл на скрипке, на фортепиано, на флейте, вообще музыкальный. Говорят, даже математиком мог бы стать. Но вот стал военным. Лермонтову не повезло, ведь Пушкина, и столетие со дня рождения отмечали широко, а столетие со дня смерти в 1937 году стало главным общегосударственным советским праздником. Собственно, тогда, в 1937 году, и появились и Пушкинский музей в Москве, и Пушкинская улица, и сотни всяких наименований, и полное собрание сочинений. Повезло в этом отношении Александру Сергеевичу. Лермонтову родился в октябре 2014 года. Столетие Лермонтова полным ходом шла Первая мировая война. Не до отмечания. Столетие смерти Лермонтова – это конец июля 1941 года. Не до праздников. Относительно широко отмечалось 200 лет со дня рождения Лермонтова. Я тогда служил в Министерстве культуры. Но хотя бы спустя 200 лет Михаил Юрьевич получил свой юбилей. Мы Лермонтова помним. Вот классический портрет в мундире. Об этом мундире еще обязательно подробно поговорим, собственно. Но все наши замечательные, начиная с Ираклия Андронникова, блестящие лермонтоведы, люди штатские. В армейских тонкостях особо не погружались в них никогда. Доходило даже до смешного. Я был недавно в одном замечательнейшем Лермонтовском музее, кстати, самым первым музеем Лермонтова в нашей стране. Все там обошел.
знал, что буду лекцию читать, погружался в детали, а потом спрашиваю, почему везде говорят, что Лермонтова отправляли в ссылку на Кавказ, я сразу обозначаю, с понижением. Почему все время говорится, что за 6 лет военной службы, начиная с выпуска, он так и никуда не продвинулся по карьерной военной лестнице. Тут собрался коллоквиум сотрудников музея, которые наизусть все знают о Лермонтове. И все запутались. Никто не мог понять, как соотносятся эти воинские звания, гвардейские, драгунского полка, пехотного полка. Эти тонкости, которые для Лермонтова были очень важны, как и для любого офицера, человека, дворянина того времени, лермонтоведы не пишут. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Вообще как-то у нас сложилось в советские годы, что вот ссылка на Кавказ. Военная служба Лермонтова тяготила. Он там с первого дня мечтал посвятить себя литературному творчеству, уйти в отставку. Все это чушь полнейшая. Военная служба тогда для дворянина – это самое естественное, чем он может заниматься. Так же, как делали из Лермонтова в советские годы борца с царским режимом. Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, там, ну и так далее, и так далее. Лермонтов буквально предвидел Октябрьскую революцию. Давайте книжку там откроем, с вами посмотрим. Это Миша в 14 лет пишет стихотворение. Оно, конечно, предвидение, предсказание, но что там повлияло на подростка Лермонтова? Может, он перед этим что-то прочитал про французскую революцию? Может, ему кто-то что-то рассказал, сон плохой увидел? Мы не знаем. Это не политическая позиция Лермонтова. Он был большим патриотом своей страны. И хотя, конечно, как любой гражданин, относился критически к происходящему вокруг, как и Пушкин. Это не значит, что он собирался свергать царя, либо мечтал переменить отечество. Конечно, нет. Мы с вами не сформируем правильное представление о Лермонтове, кстати, об его творчестве в том числе, если не поймем контекста времени, не поймем традиций, обычаев, ценностей той социальной среды, в которой он вырос. Не поймем с вами каких-то банальных вещей. Какая была зарплата у Лермонтова? Жалование. Какой офицер? А доход какой у него был? А сколько стоил этот? Вот такой точно гусарский мундир ментик. Прямо с его плеча, можно сказать. Подлинный экземпляр. А сколько стоили, он же гусар, кавалерист, кони. И тогда как жил вообще русский офицерский корпус? Тогда очень многое в творчестве Лермонтова нам будет понятнее. И тогда будет понятнее не только жизнь Лермонтова, тогда будет понятнее самое, наверное, главное. Нам будет понятна смерть Лермонтова. Потому что жизнь, она ведь сколько стоит? Какая цена жизни, скажите? Правильно. Все сейчас так скажут, что жизнь человеческая бесценна. И Лермонтов с вами совершенно не согласится. Так же, как не согласится никто из офицеров, друзей Лермонтова того времени и людей их круга. Потому что жизнь бесценна только честь. Лермонтов жил совершенно по другим правилам, чем мы живем сейчас. Это тоже надо понимать. Ну ладно, начнем давайте с самого начала. Лермонтов – древний род по отцу, который ведется от Томаса Лермонта, легендарного шотландского барда, поэта. Это историческая фигура, он ровесник Александра Невского, чтобы вы так сразу понимали, вот этот Томас Лермонт. Примерно эти же годы. Как и Александр Невский, вся его жизнь покрыта легендами, стала частью шотландского эпоса кельтского. Он там и перевоплощался, и превращался в зверей, и читал мысли, и видел будущее, и дружил со всеми королями и королевами. Ну, такой Мерлин. На самом деле Лермонтов при жизни себя с ним не ассоциировал. Это потом придумали. Считается, что Томас Лермонт один из прародителей тоже предков Байрона, поэтому Лермонтов и Байрон как бы очень дальние родственники. Не так давно британская одна компания медицинская, которая специализируется на генетическом тестировании, сложно провела исследование ДНК потомков шотландских Лермонтов. Их очень много. Потомков
наших, близких Лермонтовых детей, понятно, не было, связанных с нашим Лермонтовым. Да, наши Лермонтовы действительно имеют эти кельтские какие-то там генетические цепочки. То есть они оттуда, но никак не связаны с потомками настоящими Томаса Лермонта. Конечно, это легенда. Но совершенно точно известно, что все они прямые потомки шатского воина, как было записано в наших документах, шотландский воин Георг Лермонт, который в смуту, офицер, наемник, служил полякам, был взят в плен нашими войсками, уж там, я не знаю, под предводительством Минина или Пожарского, какого-то из их отрядов, и принял самый правильный выбор, который должен принять честный военный, попавший в плен к русским. Что он должен сделать? Перейти на нашу сторону. Поэтому он перешел на нашу сторону, получил дворянство, приставку «ов» к фамилии. Был Георг Лермонт, стал русский православный Юрий Лермонтов. И вот от него, собственно, пошли далее все Лермонтовы. Погиб, кстати, геройски, уже как наш офицер при осаде, той самой осаде Смоленска. Был в войске генерала Шейна, вот он герой моего единственного романа «Стена». Так что, кто не читал, почитайте. С той поры, кстати сказать, все Лермонтовы в роду мужском или Юрий, или Петр. Юрий Петрович, Петр Юрьевич, Юрий Юрьевич, все до одного. Михаил единственное исключение. Потом объясню, почему. Лермонтов наш потомственный военный. От Георга и далее дед у него, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, отец офицер. Родился Лермонтов, почему-то во многих биографиях написано, что он родился в Тарханах. И Лермонтов родился в Москве, где высотка на Красных воротах. В этом самом месте стоял дом, где родился Лермонтов. Домов тогда мало, на самом деле, было в Москве осталось, потому что это 814 год. После пожара сгорело 2/3. Вы можете себе представить, 2/3 здания в Москве сгорело. Вот в одном из уцелевших родился Лермонтов. Дом этот, к сожалению, снесли, построили высотку. Станция метро Лермонтовская. Потом в перестроечные годы она пострадала. С хорошей, в принципе, по идее, кампанией возвращения исторических названий, когда Горького стала Тверской, Пушкинская Дмитровкой. Хотя там было и много всякой ерунды. Меня очень больше всего раздражает улица Грибоедова, которая стала каким-то Харитоневским переулком, по-моему, да? У нас Грибоедовский ЗАГС, главный, дворец бракосочетания номер 1, вот я там сочетался. Очередь, говорят, туда месяцев 6 запись. Есть время подумать. Грибоедовский ЗАГС на Харитоневском переулке. Чем Грибоедов не угодил, непонятно. И вот Лермонтовскую переименовали, Красные ворота, но мы все, кто любит кино, знают это место, потому что там памятник, мужик в пиджаке и дерево. Во. Сидит. Кто? Мужик этот твой. О, деревня, а? Ну ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. Про памятник Лермонтову знают все. Семья. Это тяжелая история. Бедный Миша Лермонтов, как говорится, обречен был к психологу сразу идти, если не к психотерапевту. Смотрите, дедушка тот самый, офицер Преображенского полка. Уж не знаем, что там у него было с бабушкой. Много разных версий. Мы сейчас очень много будем фантазировать с вами по ходу дела, потому что потом, по факту, после смерти Лермона, когда он стал великим, и все стали писать вдруг воспоминания, все его, и девушки Лермонтова стали писать воспоминания, и все, кто ему отказал, стали писать, и кто не отказал, и все друзья, и все, кто рядом стояли. Оказалось, что они были рядом с великим человеком. И потом это все противоречит друг другу. Потом мы будем с вами заниматься такой реконструкцией. Не значит, что оно было так на самом деле. Я сразу заговариваюсь. Наверняка профессиональные лермонтоведы знают лучше. Но мы будем нашу реконструкцию выстраивать. Поместье, свечи, вечер, ужин. Дедушка Лермонтова закуривает трубку, капитан лейб-гвардии в отставке, и говорит: надоели вы мне все,
я с вами прощаюсь и ухожу. И уходит спать. Ну, все думают, в очередной раз выпил лишку. А он яд принимает после этого. И утром хладный труп. Покончил с собой. Миллион версий почему. С супругой, бабушкой Лермонтова, будущей властной, известной такой в нашей истории помещицы Елизаветы Арсеньевой, видимо, отношения были не очень, потому что бабушка, когда его отпевали в церкви, видимо, факт самоубийства как-то там поначалу скрывали, иначе бы не отпевали в церкви. И она на всю церковь, туда тебе и дорога. Такие высокие отношения. Бабушка потеряла мужа. Дальше у нее единственная дочь. Мария, вся такая воздушная, болезненная. Наверное, чехотка, судя по всему, тогда массовое заболевание. Бабушка ее опекает, никуда не выпускает. Первый же бал. Молодой, красивый, статный офицер влюбляется. Юрий Лермонтов. Чуть ли не убежали из дома. Какая-то тоже история романтическая. Мать категорически против брака, потому что он тебе не ровню. Почему не ровню, сейчас расскажу. Кто такой? Армейский капитан. Никто. Нищеброд. Любовь. Потом якобы бабушка говорила, я была права. Я видела насквозь, потому что он тебя не любит, он тебе изменяет со всеми подряд, с крестьянками, с няней, с соседками. Он семью не содержит плохо, если бы не я. И вообще рукоприкладствует даже. Ужасный человек. Отец Лермонтова. Правду мы не знаем. Если мы почитаем письма, сохранились. Переписка отца и матери Лермонтова, любят друг друга, прекрасные письма. Никаких упреков в рукоприкладстве, ничего такого. Но бабушка не взлюбила зятя. А когда еще ее дочь умирает в 22 года, представьте себе, Мишеньке 3 лет нету. Тут бабка взвелась, говорит, я внука не отдам. Отец хотел сначала взять его к себе, в деревню, как-то заниматься воспитанием. Говорит, внук слабенький, денег у тебя на воспитание нет, давай договоримся так, зять, дорогуша. До совершеннолетия он живет со мной, ты приезжаешь к нему в любое время, когда хочешь, приезжай, проведывай, живи здесь, Бога ради. Но я за все отвечаю. Он у меня единственный наследник, у меня больше никого нету, я все отдам ему. Дам лучшее образование, лучших преподавателей, лучших докторов, потому что здоровье хилое у мальчика, пишет в воспоминаниях, почти не ходит. Перейдет и сидит дальше, и лежит. Из угла в угол в комнате. Не бегает. Болеет. Ты его не выходишь. Составляется завещание. Очень серьезный юридический документ, что все завещаю Михаилу Лермонтову. Кстати, Михаил, потому что бабушка имя выбрала. Она даже отцу не разрешила имя выбрать. Никаких Юрьев. Все завещается Михаилу Лермонтову при условии, что он до совершеннолетия живет в поместье либо где-то только под бабушкиной опекой. Если отец его по любому поводу забирает из-под бабушки, то все наследство распределяется, как было написано, передается роду Столыпиных. То есть всем там по чуть-чуть. Больше наследников у Елизаветы Арсеньевой нету. Отец соглашается, бабка не была бы бабкой, она тут же нарушает все договоренности, все, что обещала устно, не записано. То есть можешь приезжать? И он приезжает в Тарханы. Первое время довольно часто, только сына там нет. Как только они узнают, что отец едет, сына в соседнюю деревню или в гости, или еще куда-нибудь. Как можно меньше, чтобы общался с отцом. И он действительно очень тоскует. Он отца, естественно, любит. Отец его любит. Видятся они редко. Фактически при жизни отца сирота получается. Ни матери, ни отца. При этом бабка, естественно, тоже души в нем не чает по-своему. И балует Мишу дико. То есть ему дозволено все. Хочешь там девок, дергай крепостных за косы. Хочешь, бросай камни в птиц, а хочешь в людей. Ничего тебе за это не будет. Хочешь, хулигань, поджигает. Значит, Мише дозволено все. Миша, конечно, мальчик очень одаренный. С детства говорит стихами, в рифму, экспромтами. У него учителя музыки, он прекрасно играет на музыкальных инструментах. Он много читает. У него самые лучшие преподаватели французы, немец.
англичанин, соответственно, там, с детства полиглот, читает книжки на всех языках. Она ему потешный полк организовала у себя в деревне, как вот Петру Первому. То есть крепостных собрала это детвору, им пошила военную форму, а Мише генеральскую. Вот он там в 7 лет генерал ходит, командует. Любой каприз. Это здорово, но, как вы понимаете, на перспективу характер у парня сложный после такого баловства. Потом по жизни бабушка будет, конечно, главной заступницей во всех ситуациях. Михаила Лермонтова, уже взрослого парня, она к Бенкендорфу ногой двери открывала, к Дубельту. Все ее знают, все принимают. Откуда связи, влияние? Почему? Потому что тогда семейные связи означали гораздо больше, чем сейчас. И родственные. Как не породеть родному человечку во всем? Это сейчас в школе, по-моему, семьеведение вводится со следующего года. От безысходности нашей, пропитанной европейскими ценностями. Нет, тогда семьеведения не было, но все понимали, что семья, род – это главное. А род у Лермонтова такой. Бабушка по мужу Арсеньева. Кому что скажет эта фамилия? Малоизвестная на самом деле. Дарья Арсеньева – это жена Алексашки Меньшикова. Неплохо тогда. Поэтому Арсеньева – это Меньшикова, родственники по линии жены. И тот самый правнук Александр Меньшиков, тезка, который герой войны 812 года, который генерал-губернатор Финляндии, который морской министр и наиболее известен нам как командующий нашими войсками впоследствии в Крыму, в Крымскую войну. Это вот прямой родственник Лермонтова, правнук Меньшикова. Соответственно, муж из Преображенского полка, который покончил с собой, муж бабки Лермонтова, он вообще лучший друг и собутыльник братьев Орловых. Не расставались за бильярдным столом. Поэтому, конечно, всех знает через мужа. У самой фамилия девичья Столыпина. Это общеизвестно. Последующий премьер, наш самый знаменитый, наверное, в дореволюционной истории, Петр Аркадьевич Столыпин, он хотя и сильно младше Лермонтова, но по родственным связям он его троюродный брат. Кто вот при жизни Лермонтова, к кому он мог обратиться? К братьям своей бабушки, то есть своим двоюродным дядьям или дедам. Вот читаем. Столыпины. Дед Лермонтова Столыпин по линии матери содержал крепостной театр, весь погружен в зефирах и амурах, сам толст, его артисты тощи. Вот он там распродал своих всех крепостных артистов поодиночке. Вот о нем Грибоедов это написал. О деде Лермонтова. Другой Столыпин, полковник, адъютант Суворова. Следующий Столыпин, дядя, генерал, комендант Севастополя. Следующий Столыпин, сенатор, просто ближний человек, самый близкий друг Спиранского. И так далее, и так далее. Все двери, все кабинеты открыты, везде близкие родственники. Поэтому вот такая влиятельная бабушка. И плюс ко всему она еще и бизнесменша, бизнесвумен. Это мы с вами думаем, что Вишневый сад, Раневская, там они все такие воздушные, эти помещицы, безалаберные, беспечные. Бабушка Лермонтова была помещицей что надо. Формально она не мультимиллионерша. То есть у нее поместье Тархан, это 4000 десятин, где-то 500-600 крепостных, душ мужского пола. Это не очень много. Такой средний бизнес, как бы сейчас сказали. У Пушкина 300. У Пушкина денег всегда нет, потому что он все это отдал своим управляющим. Доходов нет. Бабушка управляла сама. У бабушки все, что надо. Она хлеб продает. Никакого там оброка. Потому что барщиный оброк когда? Когда ты в Петербурге служишь, тогда все передал на оброк, что ты там получаешь. А когда ты сам занимаешься бизнесом, то лучше барщина. И сам будешь продавать этот хлеб с низкой себестоимостью. И сама разводит она племенных овец. И сама она торгует шерстью высококачественной. И у самой у нее винокуренный завод. Хорошая статья бизнеса. Она, то есть, зарабатывала на всем. Мне больше всего порадовало, как она красивых девушек продавала.
В хорошем смысле этого слова. Ну, что красивая девушка будет сидеть в деревне? Ну, что, какая перспектива у нее, какая жизнь? А тут рядом друзья-предприниматели, купцы, владельцы трактиров, богатые пензенские. А им крепостных иметь нельзя, потому что они не дворяне. И она с ними договаривалась. Хотите красивую себе горничную? Я ее отпускаю на волю, мы с вами договариваемся, но заплатите вы мне раз в 5 больше за это, чем я бы ее продала просто какому-то другому помещику. Вот она так 30 самых симпатичных продала, как бы сейчас сказали, неофициально через банковскую ячейку местным богатеям. Вот. Ну, а что, им тоже хорошо. Во-первых, они официально становятся свободными, дети их будут свободными. Но и лучше быть при добром купце, чем где-то там в деревне пропадать. Считала, что еще сделала им счастье. Она очень много тратила на Мишеньку, но еще и откладывала неприкосновенный запас. Все, что она откладывала, никто про это не знал, потому что откладывала она все для Мишеньки. И когда она умерла, ее состояние в наличности, помимо хозяйства, заводов, всего-всего-всего-всего, помимо бизнеса, это еще 300 тысяч рублей в наличности. Сколько это в деньгах по современным меркам, посчитать невозможно, потому что совсем разные цены на все. Но я вот крутил, вертел, ну, где-то в нынешних ценах, на мой взгляд, где-то от 15 до 30 миллионов долларов в наличности она для Мишеньки держала капитал. Помимо всего остального. Но, к сожалению, ничего ему не досталось, что еще раз говорит о том, что откладывай, не откладывай, все мы откладываем. И очень редко, когда не жалеем, чтобы не потратили при жизни. Миша болеет. Она возит его на Кавказ, на воды. Тогда только-только открыли все эти курорты. Уже Железноводский есть, Кисловодский, Сентуки, императорские курорты. Уже там наш любимый с вами доктор Гаас пишет статьи о пользе минеральных вод. Пятигорск, Горячеводск. И ее родственница, естественно, там помещица. И вот она в поместье к родственнице несколько раз надолго вывозит Мишеньку на воду и действительно помогает. Он себя чувствует гораздо лучше. Помещицу в народе зовут авангардная помещица. Я так поинтересовался, думаю, почему авангардная? Ну, то есть, связано ли это как-то с современным искусством? Нет. Она была авангардная помещица, потому что жила в авангарде. Прямо на линии, как бы сейчас сказали, боевого соприкосновения с горцами. То есть это юридически наши земли, но это прямо вот очень опасные. Ну, генеральша, муж где-то в войсках, у нее казачьи разъезды прямо в ее поместье. Заодно и охраняли, она им жилье давала. Рассказывали, что когда ночью набат бьет, она просыпалась, что случилось? Пожар? Нет, барыня, чеченцы напали. Она, ой, слава тебе, Господи, отобьются. Переворачивалась и засыпала. Крепкие нервы. Ну и в самих Тарханах, это сейчас Пенза, провинция. Не место красить человека, а человек место. Имение Тарханы у бабушки Лермонтова было центром светской жизни. Туда постоянно приезжали все. Она организовывала там карточные турниры какие-то. Все местные помещики тусовались, музыкальные вечера. Денис Давыдов, лучший друг, и тоже там заезжал постоянно. Мишеньке про войну рассказывал. Ну как после этого было ему не написать Бородино? Не стать гусаром. Жизнь кипела. И вот получает Лермонтов хорошее домашнее образование. Бабушка решает, что проехать в Москву, продолжать обучение. Он сдает, естественно, экзамен сразу в 4 класс, потому что хорошо подготовлен. И он поступает в благородный пансион при Московском университете. Это что-то типа на тот момент Царскосельского лицея, только в Москве. Проживание с пансионом, элитная школа, очень дорогая. Бабушке ничего не жалко. Она снимает дом здесь, на Арбате, на Малой Молчановке, по-моему. Кстати, дом этот сохранился. Может быть, кто-то из вас не был, сходите. Это один из музеев Лермонтова. И Лермонтов там живет. Бабушка его из рук не выпускает. Никакого пансиона. Занятия закончились, домой. Мы тебя отвозим. Утром привезем обратно. Церковь здесь рядом, они ходят. Чудом сохранилась в начале Нового Арбата. Называется Симеона Столпника на Поварской.
И Гоголь был ее прихожанином, и Победоносцев там венчался. Известный брак самый неравный графа Шереметьева, да, с Прасковьей Жемчуговой, там же. То есть вот чудом церковь сохранилась, слава Богу. Лето они проводят в усадьбе Середнякова, это сейчас прямо под Москвой. Кстати, замечательная усадьба. Один из самых положительных примеров того, как усадьба сохраняется частыми усилиями. Она находится в аренде у ассоциации «Лермонтовское наследие», которое возглавляет по боковой линии один из потомков родственников Лермонтова, так его зовут, Михаил Юрьевич Лермонтов. Там музей Лермонтова, там музей Столыпина, потому что, опять же, это же все родственники. То есть усадьба принадлежала вдове генерала Дмитрия Столыпина. Дмитрий Столыпин – это, соответственно, брат бабушки генерала. Вдове принадлежала усадьба, опять же, родственные связи. Ну, где лето проводить? В Москве душно. В усадьбе. Пока Лермонтов учился в московском этом элитном пансионе, вот он ездил в усадьбу. Потом она перешла это наследство сыну генерала Столыпина, Аркадию Дмитриевичу, а, соответственно, наш Петр Аркадьевич Столыпин, его сын. И он тоже там жил летом. То есть вот они в одном доме жили, Столыпин и Лермонтов, только с шагом в поколение. В пансионе учились Грибоедов, Ермолов, Жуковский, братья Милютины. То есть это на самом деле престижная, дорогая, элитная школа. Лермонтов учится хорошо. Он вообще, где бы ни учился, везде самый умный, самый начитанный. И это тоже не на пользу, потому что он ощущает себя самым умным. Учиться особо не хочет, поэтому по программе. Поскольку пансион при МГУ, при Императорском Московском университете, поступает в университет на нравственно-политическое отделение. Мы помним с вами, да, что когда университет создавался, там было всего 3 факультета. Философский, юридический и медицинский. От частных факультетов расширили, преобразовали. И вот во время Лермонтова был нравственно-политический факультет, название какое, как бы для подготовки элиты государственных служащих главным образом. Разные там учились люди. Герцен Огарев в университете одновременно с Лермонтовым. Виссарион Белинский. Ну, Лермонтов, правда, с ними не общался. Это такие разночинцы. У него друзья, наверное, были познатнее. Нравственно-политический факультет, там кафедры богословия, политэкономии, соответственно, философии, права. То есть вот все эти современные факультеты, сегодняшний юрфак, экономфак, философский факультет, они вот считают себя наследниками этого отделения. Проучился Лермонтов там 2 года. Сложный студент. Приходит на лекцию, у окошка садится, книжку открывает какую-нибудь французскую и демонстративно читает роман. Вот, Лермонтов, чем вы занимаетесь? Читаю интересную книгу. А чего вы не слушаете лекцию? Я все знаю. Ну ладно, спросим вас на экзамене. На экзамене Победоносцев отец говорит, отвечайте по билету. Говорит, не буду. Я вам давайте в целом расскажу о предмете. То есть я предметом владею, но на билет отвечать не хочу. С таким характером бабушкин внучок Лермонтов, хотя он очень умный и получает даже первое время какую-то особую награду за успеваемость. Никому не нравится. С преподавателями отношения у него не очень. Он говорит, что учат плохо и уезжает в Петербург после 2-го курса. Тогда в университетах учились не менее 3 лет. 3 года основное обучение, потом можно получить чин, уйти на службу, как Грибоедов. Можно продолжить обучение по магистерской программе, либо докторской программе, ну, примерно как сейчас. Ну, что там, 1-2. Лермонтов бросает Московский университет, не доучившись, уезжает в Петербург, подает заявление сразу на 3-й курс Петербургского университета. Мы помним с вами, что университет петербургский долгое время не существовал, был большой перерыв его. И он как раз в 1819 году возрожден усилиями графа Уварова. До этого это был главный пединститут. Всего у нас диспут, какой университет первичнее, главнее, московский или питерский. Московский, а на самом деле питерский, да. А некоторые скажут питерский, а на самом деле московский, да. Питерский по названию, а московский по сути. По сути. Потому что Питерский университет не был университетом с точки зрения того, каким должен быть университет. Устав, самоуправление, профессура, кафедры обучения на родном языке. Это ничего не было. Питерский – это крошечное академическое какое-то учебное заведение при Академии наук, которое после смерти Ломоносова вообще закрылось.
и не было его многие десятилетия. Вот пока граф Уваров уже на базе пединститута Питерский университет под тем же названием не возобновил. Поэтому у нас всегда говорят, первый в России, раньше писали так, сейчас никто так не пишет, чтобы с питерскими не ссориться. А раньше писали, что первый в России Московский университет основан профессором Петербургского университета Ломоносовым. Поэтому и так можно. Лермонтов подает заявление в Питерский университет, где ему говорят, чего? На первый курс давай. Мы вам в зачет эти 2 года не берем. Лермонтов страшно обижен и говорит, ну все, я в армию. Ну тоже экзамен, все как положено, поступает в военное училище, которое называется «Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров». Вот тут мы с вами подошли, собственно, к военной теме, главной теме, профессиональной, помимо литературной, в жизни Лермонтова. Лермонтов прельщает короткий срок обучения. Он считает, что он 2 года потратил, поэтому надо как-то побыстрее определяться с высшим образованием, а в этой школе эксклюзивно очень короткий срок обучения. Всего 2 года. Через 2 года тебя выпускают при сдаче экзаменов офицером и сразу в гвардию, потому что это очень дорогая, опять же, элитная военная школа. Школа была создана по инициативе Николая I, тогда еще великого князя Николая Павловича, чтобы вот обеспечить высшее военное образование для молодых людей, уже взрослых, которые уже пропустили то время, когда надо поступать в кадетское училище. Это школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Потом со временем она много раз реорганизовывалась, превратилась в одно из самых элитных в Российской империи Николаевское кавалерийское училище. Такой был оплот монархизма. После революции 17 года, мы помним с вами, февральская революция, заговор генералов, все против царя. Армия быстро присягнула временному правительству. Все ликовали, в воздух чепчики бросали с красными бантами. Вчерашние генералы, князья и графы ходили. Николаевское кавалерийское училище отказалось присягать временному правительству. Юнкера что-то там тянули, то украли свой штандарт и уехали с ним в Киев. В итоге училище расформировали. А юнкера потом стали костяком Белой армии Деникина. Если мы с вами посмотрим белых генералов, все через одного выпускники Николаевского кавалерийского училища, в которое поступает Лермонтов. У Лермонтова мечта потом по жизни была. Он очень хотел познакомиться, как-то сойтись с Пушкиным. Он целые интриги, он там пытался через знакомых какой-то организовать вечер, и Пушкина на него позвать. Он хотел показать Пушкину свои стихи, потому что он все время пишет, их чуть-чуть даже публикуется в разных журналах, но он очень стесняется в первое время им, а Пушкин его абсолютный идеал. И вот если бы он остался учиться в университете, не уехал в Петербург, он бы прямо там познакомился с Пушкиным. Потому что Лермонтов переехал в Питер в августе, а в начале сентября, в начале учебного года в Московский университет с лекцией знаменитой приезжает Пушкин. Лекция «Диспут о слове о полку Игореве», выступает перед студентами, сокурсниками Лермонтова. Пушкина тогда привозит Уваров как раз. Помните, я в лекции об Уварове об этом рассказывал, когда Уваров заходит в аудиторию и говорит: все вы здесь изучаете искусство, а я к вам привез само искусство. Представляю, Пушкин. Тогда они еще дружили. Вот так Лермонтов свой шанс, еще будучи студентом, познакомиться с Пушкиным упустил, и потом так никогда они и ни разу не виделись и не разговаривали. Лермонтов становится военным. Тут несколько слов о том, что из себя представляла система военного образования в те годы. Это очень важно. Армия тогда не такая, как сейчас. Армия профессиональная. Офицеры служат, пока не уйдут в отставку или, собственно, всю жизнь. Срок службы не ограничен. Солдаты служат в разное время по-разному. Рекруты 30 лет, 25 лет, потом снижали. По сути, это профессиональные солдаты. Она не такая многочисленная, как сейчас армия, но очень подготовленная. Лермонтов таким образом хочет стать профессиональным офицером. Как готовили офицеров в Российской императорской армии? Как можно было стать офицером? Существовало очень немного учебных заведений.
Ну, во-первых, офицеров выпускали кадетские корпуса. Это не то, что сейчас Суворовское училище. Сейчас Суворовское училище – это школа с формой и некими элементами небольшими подготовки к военному образованию. Главным образом, больше дисциплины, больше спорта и пансион. А тогда кадетский корпус, ты идешь туда и уже точно должен стать офицером. Учились долго в кадетских корпусах, до 9 лет. И поступали, начиная от 7 лет и старше. 7, 8, 10 лет. В разные корпуса единой системы не было. Но отучившись эти 8-9 лет в кадетском корпусе, ты выходишь офицером. Сразу в армию. Находились кадетские корпуса в столицах и в губернских городах. Были, в общем, по численности очень небольшие. Далее, помимо кадетских корпусов, которые аналоги современных военных училищ, только с детства, военно-сиротский дом – это тоже военное училище только для сирот, для тех, у кого отец офицер, погиб, умер. Дальше. Пажеский корпус – это самое маленькое и самое элитное военное училище. Та же самая созданная новая школа гвардейских подпрапорщиков, куда попал Михаил. Дворянский полк специальный, готовит офицеров. Дворянский полк – это как бы ускоренные курсы офицерские. Там не 8-9 лет, не 5, а год-два. Война 812 года, вообще наполеоновские войны показали огромную нехватку офицерского корпуса. Просто, во-первых, офицеров мало, во-вторых, они выбывают естественным путем. Поэтому при крупнейшем кадетском корпусе создали дворянский полк специальный, через который стали массово прогонять молодых людей. Туда можно было уже поступить лет в 15-16 и через год-два выпуститься офицером. Были еще специальные военные училища, артиллерийское, инженерное, топографическое. Были учебные заведения, которые можно было, закончив, тоже пойти в армию, сразу получив звание. Например, Царскосельский лицей. Там были военные предметы. То есть Пушкин мог пойти не по линии МИДа работать. Там и фехтование, верховая езда, основы какого-то военного дела. Сдал экзамены, как многие его сокурсники, однокашники и поступили. Ну и были еще спецвыпуски инженеров Института путей сообщения, Горного, Лесного института, тоже окончив эти технические вузы, все основанные в основном при Николае. Николай инженер, он большое внимание уделял инженерному техническому образованию, тоже можно было пойти офицером в армию. Но все равно офицеров мало, потому что все эти учебные заведения очень маленькие. Это не современные институты, там какие-то университеты на десятки тысяч студентов. Значит, численность такая, для понимания. Самые большие два кадетских корпуса, первый и второй, 700-800 кадет. Всего, все годы вместе взяты. Маленькая школа. Военно-сиротский дом 500. Пажеский корпус 170 кадет. Московский кадетский корпус 500. Вот самый большой – это дворянский полк, эти ускоренные курсы, там примерно 2500 кадет. Ну, то есть в год выпускается, по большому счету, на всю страну несколько сотен офицеров. Всего. Как поступить и кто мог поступить в эти специальные учебные заведения, как Лермонтов? В основном дети дворян. Лазейки были в провинции. Оренбургский кадетский корпус, Сибирский, Бомский кадетский корпус. Детей казаков принимали. Можно было поступить, дети однодворцев как-то могли туда попасть. Но это все лазейки. В основном это кастовое образование, закрытое для детей дворян. Ну, может, ты унтер-офицер, твой отец геройски погиб на войне, и вот тебя примут. Этот Омский кадетский корпус. И вот кадетский корпус заканчивали омские генерал Карбышев, Валериан Куйбышев, генерал Мединский такой был, генерал-губернатор Ташкентский из Самарканда. Поэтому так можно было пробиться. Но поскольку, опять же, офицеров не хватало, а армия – это социальный лифт, то главный путь в офицеры для простого человека – какой? Не через учебное заведение, а через армию, через долгую, успешную службу. Надо понимать, что в те годы между прапорщиком, прапорщик – это первый офицерский чин, то есть как сейчас младший лейтенант. Сейчас сразу лейтенанта получают после военных училищ. Раньше младшего лейтенанта, вот тогда первый офицерский чин – прапорщик. Ничего обидного, это офицер, знаменосец, прапор. Пропасть между прапорщиком, 14-й разряд в табеле о рангах, и
фельдмаршалом была меньше, и преодолеть эту пропасть было легче, чем между солдатом и прапорщиком. Потому что там пропасть непреодолима. Солдаты – это рекруты, в основном крестьяне бывшие, главным образом. А прапорщик сразу давал дворянство. По табели о рангах изначально при Петре сразу потомственное дворянство. Первый офицерский чин. Вот выбиться в дворяне – это просто совершить космический карьерный прыжок. Постепенно это становилось все более и более возможным. Даже тогда, когда дворянство пыталось всячески закрыться, регламентировать себя уже в екатерининские времена и позже. Как это делалось? Следующим образом. В полку открывается вакансия на офицерскую должность. Погиб офицер. Или что-то случилось. Открылась вакансия. Командир полка был очень четко прописанный порядок. Он не мог там кого угодно на эту должность представить, на офицерскую. Он должен был представить на замещение кого-то из дворян унтер-офицеров. Дворянин мог быть унтер-офицером, просто он не заканчивал военное училище, как-то оказался на унтер-офицерской должности. При этом он должен был прослужить, этот дворянин, в армии не менее 3 лет. Если в полку не оказывалось такого молодого дворянина с выслугой, то командир полка представлял старшего унтер-офицера из недворян. Далее тоже порядок. Сначала из тех недворян, которые дети дворян, но не наследственно, не передаваемые по наследству. Или из мещан, или из духовного сословия. Но если таковых нет, то можно кого-то из крестьян, толкового унтера, из рекрут. Но условие. Этот рекрут должен был отслужить в армии не менее 8 лет. Или, если он совсем-совсем безродный, 12 лет. И можете представить его на замещение офицерской должности. То есть все-таки социальный лифт работал. Потом эти правила менялись, смягчались, особенно во время войн, во время наполеоновских войн, во время войны 812, 13, 14 годов. Огромные потери в офицерском корпусе. Скалозуб говорил, да, полковник. Довольно счастлив я в товарищах моих. То есть то один убудет, то другой. Вакансии все новые открыты во время войны. Можно продвигаться, вакансии открыты. Так вакансии были открыты офицерские, в том числе и для простых солдат. Поэтому были случаи массовые, когда даже в гвардейских полках офицеров нет гвардии. И вчерашний крестьянин, рекрут, служил там несколько лет, он зарекомендовал себя, и его назначали на офицерскую должность с последующим присвоением офицерского звания в гвардии. Можете себе представить. Были еще там разные категории однодворцы, которым было проще тоже стать офицером. Казачество там тоже было попроще. В итоге, в конце концов, примерно к середине XIX века половина офицерского корпуса – это из недворян. Это прорвались, пробились. Поэтому не надо думать, что там был один нобилитет. Конечно, нет. И обязательно несколько слов о литературе, которые можно было бы порекомендовать, чтобы получше узнать о времени Лермонтова, о той эпохе. Я собрал здесь несколько книжек. Попрошу, чтобы вывели обложки на экран, потому что это будет интересно всем, кто интересуется всерьез лермонтоведением. В первую очередь, Лермонтовская энциклопедия, издание Академии наук СССР 1981 года. Как я вам говорил, немногие удостаиваются персональных энциклопедий. В Лермонтовской энциклопедии все очень-очень подробно. Серия «Жизель». Виктор Афанасьев. Можно рекомендовать в качестве весьма увлекательного чтения. Пересказывать не буду, но обратите внимание на саму фигуру автора. Афанасьев – известный литературовед, автор книг о поэтах Жуковском, Рылееве, Батюшкове, Языкове, то есть специалист в этом времени. Под старость принял монашеский постриг. Стал писать по теме православия и похоронен в Оптиной пустыне. Еще одна интересная книга «Лермонтов в воспоминаниях современников». Вы знаете, я люблю читать воспоминания современников, потому что всегда хочется надеяться, что, собственно, это и есть правда. Воспоминания подобраны любопытные, той самой Сушковой,
Я сознательно в лекции не говорил о женщинах, их у Лермонтова было немало, отношения с ними были разные, сложенные, и все это сильно влияло на его жизнь. Вообще Лермонтов и женщины – это тема для отдельных исследований. Мы все-таки о Лермонтове как офицере главным образом. Так вот, воспоминания той самой возлюбленной, позже брошенной им Сушковой, воспоминания его родственника Шангирея, Ивана Тургенева, нашего выдающегося писателя. Он видел Лермонтова несколько раз. Интересно оставил описание от этих встреч, как он встречал Лермонтова на балах, на светских приемах. Тургенев увидел Лермонтова, стоявшего на балу где-то в углу. Он не улыбался, был очень сумрачен, и к нему постоянно, безочередно все подходили. Лермонтов был знаменитостью уже тогда, в рамках светского Петербурга. О чем-то его спрашивали, дотрагивались до него, задавали какие-то вопросы. Лермонтов делал вид, что отвечал, делал вид, что улыбался. Глаза его совершенно не улыбались и как будто смотрели сквозь своих собеседников. Это было, наверное, менее чем за год до его гибели. Мемуары всегда обладают той привлекательностью, что кажутся нам достоверными, но не стоит забывать, что никто не врет более чем очевидец. Князь Васильчиков, кстати, тот самый, который был возможным секундантом на дуэли Лермонтова, оставил подробные воспоминания. Родственник одного из самых прославленных хозяев этой усадьбы, где находится музей военной формы. Вот что пишет князь Васильчиков. В Лермонтове было 2 человека. Один добродушный для небольшого кружка ближайших друзей и для тех немногих, к которым он имел особенное уважение. Другой заносчивый и задорный для всех прочих. Ираклий Андронников, наш прославленный лермонтовед, получил за книгу о Лермонтове государственную премию СССР 1967 год по материалам, собранным самим автором в архивах, музеях и библиотеках. Ну и, наконец, последнее, наверное, Владимир Захаров «Загадки дуэли». Издано не так давно, уже в начале 21 века. Владимир Захаров тоже человек, как написано в предисловии, десятки лет проведший в лермонтоведении. Вообще страшное слово. Вот как описывается дуэль Лермонтова. Впрочем, не буду вам цитировать, лучше прочитайте версию того, как проходила дуэль Лермонтова. Несметное количество. Реконструкцию, как это могло выглядеть, на мой взгляд, я как раз расскажу вам в продолжении нашей сегодняшней встречи. И список наш будет неполным, если мы не упомянем и большое исследование, подготовленное очень дальним боковым потомком рода Лермонтовых, но потрясающим энтузиастом истории рода Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, да, тем самым, который из музея усадьбы Середнякова под Москвой. Его исследование называется «Лермонты» или «Лермонты». 1057-2007 год. Михаил Юрьевич считается прямым наследником того самого Джорджа Лермонта, который, собственно, является основателем российской ветви Лермонтовых. В отличие от нашего Михаила Юрьевича, это другая, боковая, параллельная ветвь. И обязательно, всегда по традиции, мы рекомендуем, что посмотреть о Лермонтове. У него счастливая судьба была в этом плане. Много экранизаций его произведений. Экранизировано был, знаете, еще до революции песня Ц. Калашникова. Немой черно-белый фильм, снятый в самом начале 20 века. Помимо известного фильма «Маскарад» режиссера Сергея Герасимова было огромное количество постановок «Маскарада» в театрах. Я видел 2. Первая – это реконструкция знаменитого маскарада Мейерхольда в Александринском театре. Чем был Мейерхольдовский маскарад знаменит? Тем, что, во-первых, это был ужасно дорогой спектакль, очень дорогие декорации, костюмы, все было очень помпезно. А во-вторых, премьера его прошла прямо в первые дни февральской революции 17 года. То есть, представляете, Александринский императорский театр, дорогущая постановка, портер уж полон, ложи блещут, все в золоте, мундиры, а на улице голодные толпы, революционные солдаты, стрельба, крики, хлеба. Зрелище все здесь, в театре. И рушится величайшая империя в истории. Прямо вот по ходу спектакля. Маскарад был восстановлен Александринским театром
как раз к 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича. Масштабная постановка. Большой режиссер Валерий Фокин ее сделал. Я посмотрел. Зрелище красивое, очень авангардистское, на большого любителя. Тому, кому нравится Мейерхольд и всякие современные течения в театральном искусстве. Есть иной маскарад в постановке недавно ушедшего от нас Римаса Туминоса. Маскарад Вахтанговского театра. Множество фильмов, снятых в советские годы, в основном по герою нашего времени. В нулевые появился герой нашего времени Александра Котта. Хороший режиссер, я, честно говоря, не смотрел. Посмотрите, вынесите свое мнение сами. В 2014 году в Министерстве культуры мы попытались заказать за деньги какое-то большое кино о Лермонтове. Такая жизнь, такие произведения. Такое можно было, был бюджет, был объявлен открытый конкурс. Такое можно было сделать потрясающее произведение. Но, видимо, в то время нашим кинематографистам как-то Лермонтов не зашел. Это все-таки сложнее, чем «Холоп». Раз, два, три. Хоп-хоп. Поэтому удалось заказать только докудраму Лермонтов. Кстати, неплохая, с образовательной целью, рекомендую посмотреть. Пришел к нам и Бурляев со своим старым советским Лермонтовым. По-моему, как-то мы его пытались немного перемонтировать. Но это фильм в другой ритмике, в другой стилистике. Хотя, опять же, посмотрите. Многим очень нравится. Собственно, и все. Так что Михаил Лермонтов ждет еще большого экрана и ждет, наверное, большого режиссера, который сделает кино достойного этой потрясающей жизни. После окончания военного училища, кадетского корпуса, как проходило распределение? Куда распределяли отличников, самых лучших? Куда? Европу. В какую Европу? Кто туда хочет, в эту Европу? Нет. Лучшие отличники распределялись в гвардию. Самое престижное распределение. Лучшие из лучших. Следующие, просто лучшие, подпоручиками в армию. Подпоручик – второе звание. Сразу. Лейтенант. Не прапорщик, подпоручик. Или прапорщиком в артиллерию. Это престижно. Прапорщик в артиллерии, технически подготовленный человек, тоже хорошо по табели о рангах приравнивался к армейскому подпоручику. Далее, те, кто учился средненько, они прапорщиками в армию, первым офицерским чином. А те, кто учился плохо, двоечники. Они прапорщиками либо в линейные батальоны, которые в крепостях, в тылу, либо во внутреннюю стражу. Сейчас почему-то наши внутренние войска ведут свою историю от внутренней стражи. Это не так. Внутри воевать было не с кем. Внутренняя стража – это просто те воинские части, которые находятся во внутренних регионах. В крепостях сидят и так далее. Я к чему говорю? Если ты плохо учишься, то у тебя шансов попасть в настоящее дело на войну будет очень мало. Ты будешь где-то там в тылу. А если ты хорошо учишься, то у тебя больше шансов первым отправиться в случае войны на фронт. Такая психология. Совсем не так, как сейчас. Служба в тылу – это наказание. Школа гвардейских прапорщиков, как я сказал, дело не дешевое. Обучение стоит в 10 раз дороже, чем в Московском университете. В 10 раз. Понятно, что и в МГУ были бюджетные студенты, и свои кошные, как сейчас называется, внебюджетные, да? Платные. Лермонтов, естественно, был платным студентом. Да что там? Учеба в университете 100 рублей ассигнации. Ни о чем вообще. В школе прапорщиков учеба 1200 рублей. 1200. Но тоже Лермонтов поступает на платное отделение, потому что все это не деньги, бабушка заплатит. Элита. И дальше, после окончания школы кавалерийских юнкеров, у тебя опять же распределение. Можешь в кавалерию, и, кстати, после любого учебного заведения можешь в кавалерию попробовать, если представишь справку о доходах. Чуть не сказал из налоговой инспекции. Потому что для того, чтобы служить в кавалерии, надо иметь деньги. Это дорогое дело. Нужно свидетельство о достаточном состоянии. Выпускники, не способные по состоянию здоровья к военной службе, тоже справка от врача, и тогда тебя зачисляют после военного училища. Смотрят на тебя косо, конечно. Зачисляют на гражданскую службу, тоже там с хорошими чинами. От 14 до 10, в зависимости от успеваемости. Пушкин какой получил чин по окончании Царскосельского лицея?
11 или 10. Не самый высокий. Успеваемость. Горчаков выше получил. Лермонтов 18 лет зачисляется в школу и одновременно в лейб-гвардии гусарский полк. Юнкером считалось, что он служит в полку, но на самом деле он в полку не служит, он там числится. Носит мундир полка, проходит учебу в школе. Не было тогда единой формы такой в учебных заведениях. Каждый носил форму своего полка. Вот, собственно, портрет Лермонтова в форме юнкера. Лермонтов-юнкер, 18 лет. Школа находилась тогда на Исаакиевской площади, у Синего моста, как говорят питерцы. Там сейчас находится Мариинский дворец, очень красивый, невероятной красоты. Здание законодательного собрания Петербурга. Раньше на этом месте была школа гвардейских подпрапорщиков, где учились, как я вам сказал, все белогвардейцы. Врангель, атаман Дутов, Капель, Келлер, атаман Семенов. Ну и разного рода звезды, помимо Лермонтова. Модест Мусоргский, Семенов Тяньшанский, ну и многие-многие другие. Бабушка тут же снимает рядом большую квартиру на мойке, носит ему пирожки. Заботится, он бегает к ней подкрепиться. Интересно очень почитать о расходах Лермонтова в Петербурге, как он там жил. Вот даже есть научные статьи, которые сотрудники музея в Тарханах публикуют, довольно любопытные. Она выделила сразу на первые полгода обучения Мишеньке 5000 рублей. Опять же, что такое рубль? Самое меньшее 1 рубль тогда – это 5000 рублей сегодня. Самое меньшее, посчитайте. 2000 за квартиру сняла ему, какие-то долги заплатила, дала ему денег на все, что надо. Прислуга у Лермонтова, горничные, лакеи, конюх, кучер, повар. Все это из Тархан. Крепостные привозятся, естественно. Бабушка рачительная, на самом деле. Что там по ресторанам ходить? Поэтому из Тархан привозятся продукты, масло, коровье, конопляное, пшено. Я это зачитываю прямо. Что она привозила? Муку, крупу, все со своей маслобойни, продукты домашние, полезные, мясо, квашеная капуста в бочках. Даже овес для лошадей Мишенькиных. Все свое. Рачительная. Вообще считается, что она, несмотря на богатство, была более чем расчетливая. Лермонтов это знал, внук. Он все время перед бабушкой отчитывался. Кавычки открываются. На днях купил лошадь у генерала. Это уже Лермонтов, в этот момент офицер, служит в царском селе. Он купил коня у командира полка своего. Хорошее вложение. Хорошее отношение с командиром полка. Прошу вас, если есть деньги, а то нет, прислать мне 1580 рублей. За коня. Не беспокойтесь, лошадь славная. Говорят, стоит больше. Цена эта невелика. Это очень много. 1580 рублей. Ну, на 5000 хотя бы умножьте. И Лермонтов снимает квартиру. Сам договаривается с риэлтором местным, куда должна переехать бабушка. Кавычки. Насчет квартиры я еще не решился, но есть несколько на примете. В начале мая они будут дешевле. По причине отъезда многих из города на дачу. Следующее письмо. Нашел подешевле. За 2000 рублей. Говорят, что недорого. 2000 рублей в год, 150 рублей в месяц. Квартира в городе. На всякий случай. Живет он в казарме в Царском селе. А вместе со всеми на прокорм, на содержание коней, кормовые, суточные, тра-та-та-та-та. А жалование Лермонтова 50 рублей в месяц. А квартиру он занимает за 150. И это только, знаете, маленькая толика расходов. Учится в юнкерской школе Лермонтов отлично. Не надо думать, что там программа будет только верховая езда. Нет. Математика, география, история, военное судопроизводство, военное право, топография, фортификация, артиллерия, тактика воинская, военные уставы, закон Божий, русская словесность, французский, нравственность. Лермонтов любимые предметы словесность и история. Как вспоминали, часто в пустых классах читал до поздней ночи. По воскресеньям и праздникам проводит время в квартире у бабушки. Тоже много читает все время. Больше всего любит Байрона и Вальтера Скотта. На английском, естественно. Лермонтов отличный наездник. Хвастаясь своим мастерством наездника, правда, случается несчастье в первые же дни. Выпендривается он там в манеже, необъезженную лошадь, запрыгнул, стал что-то там изображать, в седле удержался. Лошадь близко очень к лошадям другим
Они испугались ее. Соседняя лошадь встала на дыбы и копытом Лермонтова в ногу. Пробила ему до мяса, там, видимо, перелом был, наверное. 2 месяца пролежал он в постели, хромал после этого всю жизнь. Лермонтов прекрасно дрался на эспадронах. Эспадроны – это, знаете, тупые сабли специальные, либо шпаги затупленные. Лучше всех. Второй в гвардейской школе тоже известный человек, фамилия его Мартынов. Он с ним постоянно спаррингуется. Так что он первый по фехтованию. Вообще, когда мы смотрим кино с вами, чтобы вы понимали, да, вот во всех театральных институтах есть отдельная дисциплина, это я вам так по секрету скажу, называется артистическое фехтование. Прямо уроки. И там они так, и так, и так. Никакого отношения к жизни не имеет вообще. То есть совсем это кино, понимаете. Умение драться на эспадронах – это умение самому увернуться от удара и убить соперника желательно минимальным количеством выпадов. Одним ударом, 2. Если вы посмотрите пособие по фехтованию, вот у меня дома их довольно много, очень интересно для шашек, самые простые. Там вообще 4 приема. На автомате казак, владеющий, кавалерист, владеющий шашкой, на автомате должен знать 4 приема. Все. На автомате, очень быстро. Никаких там этих, как для рапир, дуэльных этих па там нету. Конечно, в кавалерийской школе, наверное, было все сложнее, но тем не менее. Считался одним из лучших танцоров. Не знаю как, поскольку хромал. Хулиган. Ведет себя как гусар. Хулиганит, пьет, играет в карты. Все вспоминали, что он ходил постоянно, курил трубку. Ходит по чужой квартире в гостях. Курит пепел в горшки, на ковер, стряхивает. Неуживчивый характер, злой. Пишет шаржи на всех злобные. Сочиняет эпиграммы. Всякие стишки непристойные. Их много, приписываемых Лермонтову. Некоторые из них потом поколениями офицеров в военных училищах цитировались. «Но без вина, что жизнь улана, его душа на дне стакана, и кто 2 раза в день не пьян, тот, извините, не улан». Молодой Лермонтов. Там дедовщина была своего рода. Обучение 2 года, поэтому 2-й курс – это старики, а 1-й год, соответственно, салабоны. Тот Лермонтов считался изобретательным дедом таким. Много разных легенд, каким придумывал шуточки над молодежью. Там самое безобидное – это ночью облить водой. Все собираются, старики обливают водой спящего молодого курсанта. Самое безобидное. Там много лет где-то в курилке, хотя курить было запрещено, какое-то было отдельное место отведенное. Значит, много лет такая была черта на полу паркетном. По легенде, шпорой Лермонтов ее очертил. Вот здесь находятся только старики курят, а молодые там. Пересекать не имеют права. Надо сказать, что тогда все-таки дедовщина была совсем другой, чем впоследствии она выродилась, потому что вопрос чести, ничего такого оскорбительно непристойного нельзя было. Потому что можно было нарваться. Всякие шутливые юнкерские традиции, как тогда говорили, заложенные Лермонтовым. Памятка юнкера была им написана. Мол, для юнкера никаких карт, есть топография, никаких карт, кроме игральных, никаких историй, кроме скандальных, никаких языков, кроме копченых, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше уже все менее и менее прилично. Представляем себя внешне. Да? Мы рост Лермонтова не знаем. Не верьте интернету. Тогда не мерили, плюс ко всему он ходил на каблуках, он сутулился довольно сильно, был сутулый, уменьшал себе рост зрительно таким образом. В любом случае, он невысокого роста, хотя иногда описывают как среднего, в основном невысокого роста Лермонтов, но при этом широкоплечий, такой крепкий и сильный. Это доказано, потому что есть документы о том, как Лермонтов был отправлен начальником училища Шлиппенбахом, правнук того самого Шлиппенбаха, которого Петр I Меньшиков разбили при Лесной. Я же говорил, что нормальный человек должен перейти на русскую службу рано или поздно военную. Это правнук шведа Шлиппенбаха, генерала. Начальник училища Шлиппенбах отправляет Лермонтова на гауптвахту, на хлеб и воду за порчу казенного имущества. Порча заключалась в том, что Лермонтов на спор с другим самым сильным курсантом завязывал узлом шомполы. Мы не сможем. Завязывал. Кто больше и быстрее. А имущество казенное влетело им обоим за это.
Крепкий такой парень. Ну, хлеб и вода для Лермонтова не страшные. Каким диетам его подвергала бабушка в Тарханах, чтобы наладить ему пищеварение. У него там была и золотуха, и несварение. Чего так у маленького Лермонтова не было. Расстройство пищевого поведения, РПП. Бабушка выписывала докторов, которые всякие диеты прописывали еще до Кавминвод. Лермонтову самая поразительная диета мне очень понравилась. 2 продукта он должен был есть на протяжении нескольких недель. Только ржаной хлеб и салат-латук. Все. Где они брали салат-латук, не знаю. Вот Лермонтов несколько недель сидел на этом. Потом, видимо, ел все подряд после этого. Считался страшным прожорой. Как-то над ним шутили девушки. Потом, когда Лермонтов стал знаменитостью, он уже шутил над девушками. А пока он был молодым, они над ним шутили. Знали, что он обжора и ест все подряд. Булочки для него испекли с опилками такими крупными. Но он не заметил там одну булочку, вторую. Говорят, остановись, говорит. Потом разломали, показали, он обиделся. Хлеб и вода – это для Лермонтова не наказание. Так. По окончании учебы экзамен. Экзамен принимает лично для гвардейских юнкеров великий князь Михаил Павлович, младший брат императора. Он считался командующим всеми гвардейскими частями, как великий князь. И Лермонтов получает офицерский патент за подписью лично военного министра. В этом нет ничего особого. Все офицеры, выпускники военных училищ, их было мало. А гвардейских знали, как говорится, в лицо. Получали патент за подписью непосредственно министра обороны, выражаясь современным языком. Раньше, в XVIII веке, императрица подписывала офицерские патенты. Вот здесь была прекрасная выставка в музее, посвященная памяти Суворова. И я сам был потрясен, когда патенты Суворова, все подлинники выставлялись, подписанные Елизаветой. Ценили, знали. Распределяется он, направляется, как тогда говорили, в лейб-гвардии гусарский полк. Элита из элит. Расквартирован в Царском селе. Прямо вот рядом с семьей государя-императора. Вот форма, посмотрите. Вот именно в этом мундире Лермонтова. Это подлинный экземпляр. Ментик, гусарская курточка, которую лейб-гвардии гусары того самого полка, где служил Михаил Лермонтов, носили как в походе, так и во время службы на парадах. Накидывалась эта курточка на левое плечо. И так, в общем, одно плечо прикрывало, далее болталось. То есть, на самом деле, не для тепла, а исключительно для красоты, для форсу. Стоило больших денег. Вообще форма лейб-гвардии гусарского полка считалась самой красивой и самой дорогой формой среди всех полков императорской русской армии. Вот посмотрите. Это, кстати, подлинник. Тончайшее, дорогое английское сукно, как я сказал, в несколько раз дороже такого же отечественного. Оторочено мехом бобра. 118 золоченых, иногда даже серебряных и золоченых пуговиц по всему ментику. И красивые золоченые шнуры повсюду. В общем, стоит это удовольствие примерно во времена Лермонтова 400 рублей. Для сравнения, это стоимость по максимальной планке крепостного мужского пола, иногда даже с выводом земли. Либо хорошего мастерового, конюха, кузнеца, кожевенника. Ну, естественно, женщины, дети, старики стоили существенно дешевле. Это целое состояние. Если мы с вами сравним это с зарплатой, с жалованием, то подсчет может немного разниться, потому что разного вида доплаты существовали. Но вот вместе со всеми доплатами жалование корнета Лермонтова полуторакратное по сравнению с армейским. В гвардейском гусарском полку это как раз может быть рублей около 600 в год. Поэтому вот только купить такую курточку, и нет годового жалования практически. А ведь еще помимо этого головные уборы, ну и все остальные элементы военной формы, обувь. В общем, никакой возможности у гусар жить на жаловании не было изначально. Всю форму, снаряжение, оружие офицер приобретал за свой счет. Поэтому поступающий в гусарский полк офицер, кроме фамилии, обязан иметь и высокий доход. Или же ему находили повод отказать, честно говоря, по объективным причинам. Лермонтову, как кавалерийскому офицеру, от казны полагалась одна лошадь, но не для строя.
Это служебная лошадь максимум для перевозки офицерских вещей, так сказать, под вещевой мешок. Кроме того, офицеру полагается еще 2 собственных лошади, которые должны соответствовать очень высоким полковым требованиям, то есть быть одобрены полковым ветеринарным лекарем и, самое главное, в масть, в породу, в стать и в цену одобрены офицерским обществом. Так что сумма от 500 рублей вверх за лошадь, а Лермонтов купил, как мы помним с вами, за 1500 с лишним свою, которую он просит у бабушки, она не была завышенной. Первоначальные сборы корнета Лермонтова в полк, то есть на форму, на лошадей, какие-то текущие расходы, то есть стоимость зачисления его в гвардейский полк, все это обходилось бабушке минимум 5005. Это без последующих расходов на приличное, соответствующее статусу жилье, обновление гардероба, и самое главное, всевозможные полковые представительские, театральные, ресторанные и прочие неизбежные столичные расходы. Коль мы с вами начали говорить о форме Лермонтова, вот те самые знаменитые гусарские сапоги той поры. Им тоже где-то лет под 200. Ну или ботики, как их называли. Уникальный крой. Вот это сверху такая штучка с разрезом говорит о том, что это сапоги именно гусарские. Скроены они на единую колодку, без различия на правую и на левую ногу. Разнашивались по ноге. Крой уникальный. Вы знаете, обычно сапоги делались как? Все же делается вручную, поэтому достаточно дорого. Сначала делается эта нижняя часть, а потом к ней пришивалось более-менее унифицированное голенище. Вот эти гусарские сапоги из натуральной кожи краились совершенно иначе, как бы складывались из 2 половинок и таким образом сшивались. Но и самая главная часть офицерской гусарской обуви – это вот такие замечательные, тоже подлинные серебряные шпоры. Шпоры с крутящимся колесиком, чтобы легче было управлять лошадью. Ну, были и специальные бальные варианты этих штор. Вместо колесика такой просто кружочек, шарик, дабы не порвать случайно даме платье во время танцев. Шпоры, пожалуй, самая дорогая часть этих сапог, этой обуви. Они звенели. Иногда гусары даже настраивали их на определенную ноту по камертону. Поэтому, когда гусар шел по паркету и хотел позвенеть, обратить на себя внимание, в общем, входил-выходил очень мелодично. У Лермонтова даже есть известные стихи, посвященные, не поверите, как раз периоду службы в гвардейской школе, про серебряные шпоры. На серебряные шпоры я в раздумье гляжу, за тебя, скакун мой скорый, за бока твои дрожу. Наши предки их не знали, и, горцуя средь степей, толстой плеткой погоняли недоезженных коней. Но с успехом просвещения вместо грубой старины введены изобретения чужеземной стороны. В наше время кормят, холят, берегут спинную честь. Прежде били, нынче колют. Что же выгоднее? Бог весть. Такое шутливое стихотворение, продиктованное вполне современно звучащей заботой о животных, о серебряных шпорах. Служба в гвардейских гусарах и вообще в любом гвардейском полку в столице – это удовольствие для богатых. Лермонтов на этом портрете такой прямо зайчик. Прямо симпатичный. Описывает его по-другому. Очень тяжелый взгляд. Из-под лобья. Буравит насквозь. Все описывают, что у него разного цвета глаза. От карих до черных, голубых и истинно синих. Видимо, он настолько вот так вот из-под лобья смотрит, и не могут разглядеть, какого цвета у него глаза. Это отводят взгляд. Кто смотрел фильм «Дюна», там, знаете, как это там, главный герой Магди, Аль-Магди, у него цвет глаз меняется по ходу фильма. Я уж не знаю, что там менялось у Лермонтова, но вот в глаза ему лучше не смотреть. Он все время в образе, он такой сумрачный. Веселый он только с друзьями, а так он такой все время
Непростой человек, непростой. Никто его не называет симпатичным даже. Хотя на портрете не скажешь, да, но вот как-то все говорят, ну, такой невысокий, сутулый, взгляд тяжелый. Потом, со временем, когда он становится модным поэтом, знаю, что он сильно не бедный парень, когда он герой Кавказа с войны, когда его принимают во всех салонах, и все светские красавицы будут говорить, что-то в нем есть, вот какая-то харизма. Я влюбилась в его взгляд невероятный. И у всех разный цвет взгляда. Красота изнутри. Это, знаете, это отблеск славы. Как все говорят, вот посмотрите на Джека Николсона, какой красавец. Или Бельмондо. А был бы Бельмондо сантехником, серьезно. Нос 6 раз сломан, а Джек Николсон бы проходили и не заметили. Харизма, да. Харизма славы. Ну, еще про финансы. Чем элитнее полк, тем больше расходы. Представительские. В театр лейб-гвардии гусар не может сидеть дальше 5-го ряда. С извозчиков сдачи брать не могут. Равно как и в любом ресторане. Сдачу не берут. Любимый клиент. Мундиры надо шить, как я говорю, только из английского сукна. Оно в 3 раза дороже точно такого же российского. Униформа шьется строго у определенных портных. Но служба в мирное время не обременительна. Офицер рано утром на разводе, в казарме, построения, какие-то занятия, до обеда. А потом после обеда он все поручает унтер-офицерам, дальше они с солдатами занимаются сами. После обеда офицер свободен. Это еще если он на службе, потому что, например, лейб-гвардии гусарский полк расквартирован в Царском Селе, и большинство офицеров, не занятых какой-то службой серьезной, они по любому поводу уезжали в Петербург. А поводов масса, премьера в театре, балет, какая-нибудь знаменитость приехала. Ну, просто поужинать в город съездить. В чем-то все как в порядке вещей. Однажды командир полка назначил, гусарского, назначает учение на утро, решил собрать, шороху задать. Ну, ему докладывает начальник штаба, вы знаете, с учением завтра не получится. Почему? Вечером фенел дают. Поэтому все господа офицеры в Петербурге, все, кто не в наряде. Ну, командир полка, цитирую, принял во внимание сие представление, и учение было отложено. Вот. Никаких наказаний. Что это все в мирное время. Это как в анекдоте про пожарных. Не служба, а счастье. То зарядка, то спортплощадка, то в домино, то обед. Одна беда. Если пожар, хоть увольняйся. Так и в гвардии. Все хорошо, пока не война. Характер службы в гвардии, кстати, показывает, за что можно было офицера отправить в реальную зону боевых действий, например, на Кавказ, где война шла несколько десятилетий. Вот для сравнения, помним с вами, мы к этому сейчас подойдем, за что Лермонтова первый раз отправят туда. У Лермонтова есть акварель под названием официальным «Бивуак лейб-гвардии гусарского полка, его родного, под Красным Селом». У этой же картины есть неофициальное название. Корнет князь Вяземский рассказывает о похищении девицы Кох. История такая. Сослуживец Лермонтова по полку корнет Вяземский был страстно влюблен в юную балерину Кох, воспитанницу Вагановки. Его друг Васильев некто, тоже офицер, по просьбе Коха, договорился с матерью балерины за 9 тысяч рублей, тоже, видно, не из бедных они все, организовать похищение ее. И организовали. Девица из Вагановки исчезла. Долгое время никто не мог ее найти. Поднялся страшный скандал. Дошло до государя-императора. Николай I, которого, кстати, обвиняли в том, что он тоже положил глаз на эту красивую балерину, возмутился и потребовал всеми силами полиции Бенкендорфа балерину разыскать. Тем временем Вяземскому балерина надоела, и он решил ее вернуть, то есть не женившись. Васильев, с ним из-за этого поругался, сказал, что он пустит пулю в лоб себе, потому что он матери обещал не только денег, но и что потом все будет хорошо. Человек в чести.
Ну, в конце концов, Вяземский в итоге как неловко как-то получилось с девушкой, как-то нехорошо. В итоге он ее спровадил за границу, устроил там на работу в Копенгагене в театр, и она там дальше в театре танцовщицей работала. Узнав об этом безобразии обоих приятелей, и Вяземского, и посредничавшего Васильева, Николай I за развращение балерины отправил на Кавказ. Вот точно так же, как Лермонтова, в зону боевых действий. Наказывали за несоблюдение формы одежды. Тоже отправить на Кавказ. Причем с самыми разными оговорками. Ну, вот, например, что такое не соблюдать честь мундира? Наиболее известный случай, когда Александр I полковника гвардейского полка наказал, лишив его права вообще носить мундир, на какое-то время, очевидно, не навсегда, за то, что на приеме полковник мундир расстегнул. Жарко ему стало? Расстегнул. Это грубейшее нарушение правил ношения военной формы. Александр I сказал, ну, поскольку замечено, что мундир его беспокоит, поэтому впредь ему мундир право носить не давать. И уж там как-то полковник по-цивильному мучился. Лермонтова в очередной раз отправят на гауптвахту, нарушение формы одежды. Он явится на осмотр с маленькой саблей. Меньше, чем по уставу положено. Ну, злые языки говорят, что Лермонтов был очень маленький, и длинная сабля волочилась по земле. Другие еще говорят, что Лермонтов просто выпендривался. И он специально заказал себе полуигрушечную такую саблю, чтобы показать всем, какой он крутой. Какая сабля у него такая, как удлиненный кинжал. Попался на глаза, опять же, начальнику, командиру всей гвардии, великому князю Михаилу Павловичу, который сказал, вот эту саблю у него отобрать, у этого офицера, я ее детям своим подарю. Забрал своим детям, отобрал. Вот это он на гауптвахту в очередной раз. На хлеб и воду. Надо сказать, что к шалостям по-разному относились. Вот тот же великий князь Михаил Павлович, известная есть история про то, как он другого наказал приятеля Лермонтова, сослуживца, некого Булгакова. Булгаков тоже нарушил форму одежды. Он разгуливал в калошах. Ну, мокро, дождь. Поверх сапог одел калоши. А это было запрещено. Строго все было. Попался на глаза Михаилу Павловичу. Михаил Павлович был краток, по-спартански, он так пальцем. Булгаков, калоши, на гауптвахту. Булгаков отдал честь, отправился. На следующий день Михаил Павлович думает, что-то я перебрал. Пойду-ка я отпущу с гауптвахты Булгакова. Приезжает на гауптвахту, Булгакова там нет. Стоят калоши. Он в бешенстве. Булгакова ко мне. Говорит, почему не на гауптвахте? Ваше Высочество, вы сказали, калоши на гауптвахту. Я отнес. Великий князь, да, говорит, ну ладно, говорит, забирай калоши, больше не носи. Так что там много было разных историй, и поэтому, когда в современной армии, почему пуговичка не застегнута, ремень как-то не так, бляха начищена, это все вековые традиции русской армии. Во всем есть свой смысл, потому что, может быть, пуговичка не застегнута, а где-нибудь там во время войны зацепишься чем-нибудь и погибнешь. В общем, не знаю. Во всем есть свой смысл. «37-й год. Лермонтову 22 года. Зима 37-го. Он никак с Пушкиным так и не может встретиться. И тут Петербург взрывается, погиб поэт. Это действительно было огромное событие. По оценкам полиции, около дома Пушкина на Мойке, вот пока там 2 суток Пушкин умирает, находилось попеременно до 60 тысяч человек. Вот так для понимания, население Петербурга-то было, ну не знаю там сколько, ну может 200 тысяч, 300, 60 тысяч. Весь город побывал там. Все образованное общество точно. В высшем свете-то относились к этому по-разному. В общем-то, симпатии были у многих на стороне Дантеса. Ну, Пушкин, исписавшийся поэт, ревнивец, да что он себе позволяет. Да он оскорбил барона Геккерина. Мы с вами, да, знаем, что Пушкин написал такое письмо Геккерину, после которого нельзя было не вызвать на дуэль. Еще Пушкин даже не вызывал как бы абстрактно. Он готов был и с Геккериным стреляться, но тот дипломат, вот он отправил Дантеса. Тот принял вызов. Оскорбил. Супруга-то его еще надо разбираться, настолько ли она безвинна. Тем более ходят слухи, что и увлеченный император, так сказать, комплименты делает. Поэтому относились к этой истории
в высшем свете по-разному. Ну, Лермонтов, конечно, на стороне поэта, как и друзья Пушкина, понимает, что его затравили, очень лично воспринимает всю эту историю. Стихотворение Лермонтова, помним, да, с чего оно начиналось? Начинается оно по-другому. Отмщение, государь. Он к царю обращается напрямую. Отмщение. Паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу, чтоб казнь его в позднейшие века твой правый суд потомству возвестила, чтоб видели злодеи в ней пример. А наказания нет никакого. И потом уже пойдет «Погиб поэт, невольник чести». Это стихотворение распространяется в сотнях списков, его все читают, его учат наизусть. Потом попадает к Бенкендорфу, почитал Бенкендорф, ничего особенного. А потом попадает вместе со второй частью, которую Лермонтов дописывает. И уже эта вторая часть, по меркам того времени, совсем такой коллективный вызов всему свету, который шушукается по поводу смерти Пушкина. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов и так далее. Это вторая часть стихотворения. И целиком текст попадает к Николаю анонимным письмом с заголовком, придумали за Лермонтова, «Воззвание к революции». А слово «революция» у Николая Павловича очень нервная реакция. Дается поручение разобраться, кто такой, что позволяет себе. Какая-то он кого имеет в виду, известной подлостью прославленных отцов. И хотя Бенкендорф своему заму Дубельту пишет, кавычки, «Самое лучшее на подобные легкомысленные выходки не обращать никакого внимания. Тогда слава их скоро померкнет. Ежели мы все же примемся за их запрещение, то хорошего ничего не выйдет, мы только раздуем пламя страстей». Весьма умно. Но общество высшее, говорят, одна дама прямо подошла к Бенкендорфу и при всех в светском рауте говорит: «Генерал, нас всех оскорбили. И что этому мальчишке ничего за это не будет вообще? У нас же власть есть у нас в стране или нет?» Это как? Можно сказать, общественное мнение, плюс это анонимка воззвания к революции, плюс Дантес все-таки французский подданный, а там прямое оскорбление его. А с Францией нам надо дружить. Дружить надо как-то с ними. Мы союзники. И, в общем, решили по совокупности, как говорится, проведенного расследования. Лермонтов даже какое-то время вроде бы побыл, лермонтоведам передаю слово, вроде бы побыл под какой-то формой ареста. Я даже в одной лекции слышал, что Лермонтов несколько недель просидел в одиночке. Какая одиночка? Я не знаю, где он там сидел. Он из хлеба сделал себе чернильницу, смешивал там какой-то сок с кровью и писал стихи. Можно, конечно, притянуть, что стихотворение «Узник» написано в одиночке. «Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня, черноглазую девицу, черногривого коня. Я красавицу молодую прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в степь как ветер улечу». Не очень трагично это все. Лермонтова отправляют в наказание на Кавказ. Как писали тогда, в ссылку. Значит, никакой ссылкой это назвать нельзя. Это называется, офицера просто переводят в другой полк. Из гвардии, с блатного места в Царском Селе, в полк боевой. Очень хороший, кстати. Очень прославленный. О нем я позже расскажу. Просто в зону боевых действий, как бы сейчас сказали, в командировку. В зону СВО. Ты военный, ты присягу давал. Какая ссылка? О чем разговор вообще? Иди служи. Огромное количество офицеров охотниками, добровольцами. Очередь стояла. Ехали на Кавказ, потому что в Петербурге ты ни до чего не дослужишься. Только деньги тратишь. У тебя там не будет ни орденов, ни продвижения, ничего. Там вакансии в Петербурге не открываются в лейб-гвардии, полках. Вакансии открываются в зоне боевых действий. Там ты можешь чего-то добиться. Кстати, для сравнения наказания. Одновременно с Лермонтовым по этому же делу о распространении непристойных стихов проходил еще некий юнкер Гвоздев. Он выражал публично с Лермонтовым солидарность, как было написано в деле. Говорил ему, что все офицеры его полка, Гвоздев служил тоже гвардеец в лейб-гвардии Драгунском полку,
очень Лермонтова поддерживают. В итоге юнкера Гвоздева отчислили из школы и отправили на Кавказ рядовым. А Лермонтов, автор стихотворения, всего лишь тем же чином. Тем же чином, но в Нижегородский драгунский полк. Тут мы с вами вспоминаем наш разговор про музейщиц, которые путались в званиях, что вполне естественно. Значит, Лермонтов в лейб-гвардии гусарском полку у нас корнет. Корнет – это как прапорщик в пехоте, либо прапорщик в драгунах. Это первый чин офицерский, корнет. И поскольку его переводят в Нижегородский драгунский полк прапорщиком в том же звании, на самом деле это понижение. Потому что гвардия плюс 2 чина. То есть, если бы он переходил добровольцем, поехал на Кавказ, он стал бы поручиком драгунского полка автоматически. Корнет, прапорщик, подпоручик, поручик. А его переводят тем же чином. Это понижение. Но не рядовым, как Гвоздева. Нет, тем же чином. Таким образом, Лермонтов стал прапорщиком Нижегородского драгунского полка. Дорогие друзья, мы снова переместились с вами в музей военной формы на Большой Никитской в Москве, потому что не отважился брать с собой вот этот потрясающий подлинный образец 200-летней давности куртка и рейтузы нижних чинов рядовых Нижегородского драгунского полка, того самого, одного из самых прославленных, если не самого прославленного, не гвардейского полка русской императорской армии, в котором какое-то время прослужил и Лермонтов. Еще раз вам напомню, Нижегородский драгунский – самый боевой в истории полк русской императорской армии, который прошел все поля сражения от Нарвы с момента формирования Петром I до фронтов Первой мировой войны. Полк, который заслужил все имеющиеся в Российской империи коллективные боевые награды. Кто только в этом полку не служил, помимо Лермонтова. Среди командиров Нижегородского драгунского полка были и один из самых прославленных героев войны 812 года генерал Николай Раевский, и князь Васильчиков, дальний родственник хозяина этой усадьбы, где находится музей военной формы. И, наверное, один из самых геройских боевых генералов-мусульман дореволюционной поры хан Гусейн Нахичеванский, награжденный 20 боевыми орденами империи, включая Георгия III-IV степени. И, как полагается, в годы гражданской войны зарублены красными в плену. Они геройские заслуги перед страной тогда трактовали совершенно иначе. Так как полк постоянно находился в зоне боевых действий, то в середине XIX века он оказался в силу своего расположения и боевого характера естественным путем место, куда отправляли на исправление и прочищение мозгов всяких нашкодивших в столицах дворян-офицеров. В этом полку оказался не только Лермонтов, переведенный сюда за стихотворение «На смерть поэта» тем же чином, как тогда было написано, поэтому у него не совсем такой был военный мундир, это нижних чинов. Лермонтов был офицерский. В рядах полка были знаменитые поэты-декабристы Александр Адоевский, декабрист Александр Якубович, младший брат Пушкина Лев Сергеевич Пушкин. Чуть позже, во второй половине XIX века, служил здесь и дослужился до генерала в русской армии внучатый племянник Наполеона, то есть внук брата родного Наполеона. Нашел он правильную сторону. В мире добра и зла перешел на светлую сторону. Принц Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт. Также офицер Нижегородского драгунского полка. Например, в годы Первой мировой среди солдат этого полка нижних чинов был и будущий герой Великой Отечественной, награжденный 2 орденами Ленина и 6 боевыми орденами Красного Знамени генерал Анатолий Муратов. Эта слава пришла к нему уже позже, в 40-е. Летом 1934-го в рамках реформы обмундирования Кавказского корпуса было предложено сделать акцент на местный этнический стиль, и поэтому в полку ввели форму с кавказскими элементами. Ярким примером стали эти так называемые газыри.
Когда-то это были патронташи, куда вставлялись готовые, снаряженные патроны, такие специальные кармашки. Потом практическая функция патронташи была утрачена, но сохранилась как элемент парадной формы. И была, кстати, у нижегородских драгун в парадном варианте формы аж до революции 17 года. Надо сказать, что у солдат они были, конечно, попроще такие кожаные, а у офицеров и у Лермонтова в том числе это были произведения национального декоративно-прикладного искусства. Изготавливались газыри из серебра, украшались какой-то чернью, традиционными кавказскими орнаментами. В общем, именно с такими газырями на офицерском мундире Нижегородского драгунского полка и изобразил сам себя на известном акварельном автопортрете Мишель Лермонтов в 1837 году. Надо сказать, что царь невольно оказал ему услугу, потому что, в общем, на Кавказе природа невероятная, какие-то другие совсем отношения, другие люди, оторваны от пустоты столичной жизни. Талант его совершенно по-другому развернулся, и большинство своих прекрасных произведений, которые впоследствии принесут славу ему великого поэта, будут рождены как раз на Кавказе. К слову сказать, и ссылка у него была там на самом деле недолгой. Полк его был расквартирован не на передовой, а в Тифлисе, точнее говорят, в Цинандале, хорошее место. Лермонтов должен был поехать туда, но он очень хотел пораньше вырваться, поэтому написал заявление, чтобы его все-таки отправили в какую-то часть, которая ведет боевые действия. Ему очень хотелось пораньше вступить в бой, отличиться и заслужить прощение, вернуться опять в Петербург. Он рассчитывал, что вот как раз участием в боевых действиях вернется. Но боевых действий никаких не было в этот момент. Поэтому главным образом Лермонтов сопровождал какие-то караваны, выполнял поручения, куда-то ездил, ни в одной стычке с горцами, по воспоминаниям, не участвовал в эту свою первую так называемую ссылку. При этом, конечно, характер Лермонтова столичный на Кавказе развернулся по полной программе, неуживчивый. Такой маленький эпизод. Вот где-то он там едет в Георгиевск или из Георгиевска с 3 спутниками, офицерами, в одной этой, не телеге, фургоне дорожном. Пока ехали, так поссорился со всеми 3, что всех 3 вызвал на дуэль. Или они его вызвали. Приехали, тройная дуэль. Стали искать секундантов, слава богу, как-то сейчас секунданты сказали, что... Да, причем все в один день, как Д'Артаньян подряд. Но секунданты оказались людьми нормальными, сказали, что это будет смертоубийство, так нельзя. Поэтому дуэль эта, слава богу, не состоялась. Проехался с попутчиками. И вот он поступает в этот Нижегородский полк, один из самых прославленных полков русской армии. Это единственный полк, который собрал, хоть и не гвардейский, который собрал в своей истории все существующие коллективные награды. То есть все знамена, все серебряные трубы, все георгиевские ленты на знамена, все эмблемы. То есть это 10-кратный краснознаменный полк. Уже император Александр II, который говорил, я не знаю, чем вас еще наградить, нижегородцы, за очередные победы. Я лично сам зачисляю себя в списке полка. Вот я, император, буду вашим навечно зачисленным. После смерти Александра II также в списке полка был зачислен Александр III до смерти. Затем цесаревич Николай II был назначен шефом этого Нижегородского полка, а великий князь-царевич Алексей, последний, он тоже будет в списках этого полка. То есть это совсем непростой полк. Он все войны прошел. Как он сформировался при Петре I, был сразу отправлен под Нарву. Вот от Нарвы во всех войнах. Брал Хельсинки, Хельсинфорс, Семилетнюю войну, там Берлин. В общем, везде-везде. На Кавказе воевал. При Ларге, Кагуле, везде. И вот там оказался Лермонтов. Бабушка стала хлопотать, бегать по кабинетам, по родственникам. Месяцев 4-5 Лермонтов прощают. С Кавказа переводят в другой полк, еще не столичный, но уже гвардейский. Гродненский гвардии, гусарский полк. Лермонтов из Кавказа привез много стихов. Его как-то вообще природа невероятно трогала.
Вот горцы ему нравились очень как народ, как вот характер. Не надо искать в этом отношении у Лермонтова каких-то, знаете, подтекстов. Вообще на Кавказе очень любят и ценят Лермонтова. Мне рассказывали, не знаю, насколько правда, что в 90-е годы, когда сложные были, мягко говоря, в Чечне, была ситуация, вот на той части Чечни, которую контролировали федералы в 90-е годы, когда проходили какие-то выборы, например, на избирательных участках, чей вешали портрет? Думаете, Ельцина, нет? Лермонтова. Это объединяющая фигура. Уважают и те, очень ценят. Помните, знаменитая колыбельная Лермонтова, помните? Колыбельная мать-казачка Терская поет колыбельную своему младенцу. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою». Ну, дальше потом. «По камням струится терек, плещет мутный вал, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Обидного ничего. В лексике того времени злой чечен – это не то, что у него характер злой. Добрый чечен или добрый татарин – это тот, который присягнул царю. А злой чечен, злой татарин – это те, которые пока еще не замеренные, как тогда называли, не подвластные царской власти. Провожать тебя выйдут и махнешь рукой, сколько горьких слез украдкой я в ту ночь пролью. Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки-баю. Поедешь ты на войну, и дам тебе на дорогу образок святой. Ты его, молясь о Богу, ставь перед собой. Да, готовясь в бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю. Прислушались к лермонтовскому ритму? Ничего не напоминает? Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Ну и так далее. Проходит поколение защитников Родины. Проходят столетия, ведь ничего не меняется. Таков Лермонтов. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Ну вот, ничего не меняется. Вот такой был Лермонтов, а ему тут 22 года всего-навсего, когда он это пишет. Лермонтов прапорщик Нижегородского полка, то есть младший лейтенант. Такие были все русские офицеры. Такого был еще один младший лейтенант. Мы сегодня отмечаем 100 лет со дня его рождения. Младший лейтенант Юрий Бондарев. Юрий Бондарев награжден многими был премиями, орденами. Но в 90-е годы он ведь не принял ничего, что происходило со страной после ее распада. От ордена отказался. Публично. Когда его награждал, по-моему, Борис Николаевич. Писал, что мы живем во время без больших идей, без нравственности. Мы живем в безвременье. Наша так называемая свобода – это свобода плевка в свое прошлое. А значит, в настоящее и будущее. Святое, неприкосновенное, чистое. Младший лейтенант Лермонтов, наверное, тоже подписался бы под этими словами. Мы с вами подошли к самой интересной части, тому, как Лермонтов вернется в Петербург. Начнется одна дуэль, потом вторая дуэль. Сколько мифов вокруг этого всего, сколько теорий заговоров. Но об этом мы давайте поговорим в следующий раз, потому что иначе будет очень скомканно, а там столько интересного, я это как-то комкать не хочу. Хорошо? Ну вот так вот. Спасибо вам большое за внимание.